Короче, привет, братва. У меня, в общем, в любом случился нечто невероятное. Любовь меня назначил вместо себя. Понятно, теперь я номер один. Вам ясно, утырки, блядь, теперь будете ходить подо мной. Я теперь в мире номер один. Ясно, не любовь, подо мной. Любовь и Валенция. Это мои помощники. Это очень хорошие ребята. Очень крутые, отзывчивые, отличные ребята. Отлично работают, отлично показали себя в работе. В общем, мы будем править район. Я Любовь Валенция. Понятно? Я Любовь Валенция. Я уже это видео вчера снимал. Повторяться особо не хочу. Короче, все. Я номер один. Правлю миром я. Я, ясно, я маг номер один. Все, блядь, запомнили все мои лица, блядь. Я теперь всем правлю, блядь. Это теперь кто, блядь, меня послушается, того, блядь, пиздец, нахуй, блядь. Понятно, что, блядь, ждет, блядь. Кровоиспускание. В общем, так, понятно, блядь, я теперь главный пахан. Все, блядь, теперь земля моя. Вся моя. Я хозяин. Номер один. Все, земля дребезжит под моего вида, блядь. Меня знать никто не будет. Короче, тема такая. Если меня будут знать только 2-3 человека, это ближайшее мое окружение, меня никто знать не будет. Если кто-то у меня там, даже если узнает, я скажу, что это не я. Ясно? Все равно вам меня никак не поймать, никак не... Я нахожусь в таком месте, что, блядь, это место хуй кто знает, блядь. Это самое засекреченное место на свете, блядь. Никто не найдет этот район. Хоть город знает весь, но хрен кто сюда попадет. Сюда можно попасть только по приглашению. Понятно, этот город закрытый. Неважно, где я живу, эта тема закрыта. Может, я и в Кремле нахожусь, хуй его знает. Вы же, блядь, как меня достанете? В общем, никак меня не достанете и никак меня не увидите. И это мое обращение. Понятно вам, зенки вылупили? Все, короче, братва, запоминайте. Теперь главный я. Любовь сказал, что главный теперь я. Любовь, не знаю, почему-то немножко отошел от дел, может, устал своих, пускай отдохнет. А я уж за него тогда побуду. Короче, все. Я теперь король, как говорится, Вилат король. Король Джоник. Такого еще не было, Джоника. Джоник мирный, по крайней мере, вот еще моя вторая кликуха. Джоник мирный. Я постараюсь крови не допустить, чтобы, братва, между собой не было междоусобщин. Постарайтесь, братва, и это нужно для всех нас, чтобы было меньше междоусобиц. Постарайтесь находить консенсус, между собой договориться, между собой, братва, должна дружить. Ведь вы сами знаете, что братья, все братья, братва должна дружить, и это закон. Закон не только природы, но закон наш, мафии. Братва должна дружить, понятно всем? Все люди братья. Остальные, кто не братья, те нам волки позорные. Враги и волки. В общем так, братва, власть применилась. Ну как бы не приворот произошел, все произошло по мирному пути. Любовь назначил меня сам. Если что, обращайтесь к Любовичу. Любович все объяснит, все разъяснит. В общем, все, блядь, начинаем править я. Правим по моему сценарию. Это, так сказать, типа, блядь, мое обращение типа президента Дмитрия Медведева. Ну, сейчас не Медведев уже, ну, не важно, блядь, похуй. Считайте, это мое телеобращение к магам. Короче, вот так, братва, гуляем, власть переменилась. Надеюсь, я буду хорошим магом, все будете мной довольны. Давайте, буду решать все судейские, третейский суд. Возьму в свои руки, буду управлять третейским судом. Третейский суд, я считаю, это самое главное. Потому что, чтобы не было разборок авторитетов, чтобы не было насильщины, чтобы не было крови, каждый авторитет на учете, понимаете? Авторитет, это же самые авторитетные люди.
что их нужно ценить и уважать. Авторитет — это первым делом, понимаете, главное — это авторитет. Я авторитет номер один. Теперь правлю я, все деньги мира мои. Вся мафия, чикагская, итальянская, Козлоостро, какие только мафии нету, все подчиняются мне. Благо, что мафия — это единственная в мире вооруженная сила, которая сравнила с армией государств. Но мафия, в отличие от них, мафия едина. Для нас нету ни национальных расприй, никаких других расприй, нет у нас никаких расприй, вообще никаких. Мафия должна быть единая. Единое государство, как единое целое. Мафия — это семья. Братва — это жизнь. Все должны, братва, друг за другом быть, стоять горой. И давайте, братва, меняйтесь. Я не хочу, чтобы братва проливала кровь. Братва, не деритесь между собой. Я вас умоляю, мне надоело уже эти братвинские разборки. Братва, не разбирайтесь между собой. Договорка, только консенсус, понимаете, консенсус между братвой. Это самое главное. Запомните, консенсус. Главное договориться, решить все мирным путем, но только не война. Россия должна быть сплоченной, хотя бы, я вот не понимаю. Первая моя задача будет это объединение Российской империи снова. Хотя бы, чтобы вернуть все наши территории, которые владела СССР. Это первым делом. Это так хочет сделать и Путин, так хочу сделать я. Починить сначала, сделать мафию, объединить мафию, то есть Украина, Беларусь, Украина, Европа. Ну, хотя мафия и так едина, но будет она еще единей. Я хочу, чтобы мафия была сплоченной, единой, непоколебимой. В общем, как советская власть нас учила. Вперед, мужики, вперед, братва. Дело за нами. Мы теперь правим миром. Мир наш был всегда и будет. Во многих странах уже правит мафия. Люди это даже знают и как бы говорят, и все прекрасно понимают, что мафия правит миром. Это обращение было мафа номер один в мире. Моя кликуха, Джоник. Извините, сейчас немножко простыл, вот гриппую на больничном. В общем так, смотрите, все, миром правим вы, начинаем с новой. Короче, внимание, первое, уделите внимание олигархам, увеличить с них обороты бабла, пусть они процент платят больше. Чем человек богатый, тем должен больше платить, это первый закон. Короче, малых детей не трогать, не насиловать, педофилия, это как всегда, защищать слабых. Попытаться, по крайней мере, не допускать крови, чтобы мафия была действительно благородной. И повторяю еще раз, мафия, ребята, не режьтесь между собой. Не надо между собой драться между усобиц. Ну сколько можно об этом просить? У меня уже, блядь, слезы прямо на глазах. Ребята, не режьте себя, мы должны быть единой. Должны уважать друг друга. Как разве неприятно, братуха, я тебя уважаю, там, братуха, я тебя обнимаю, целую, но не в смысле, что мы гомики, а в смысле, что мы братья. Вот видите, я специально не показываю своих рук, что на моих руках я человек чистый. С виду никто не поймет, что я зэк и что я сидел. Такого не будет, я простой человек с виду. Даже самый закоринелый язык скажет, что я не сидел. И может это отчасти будет прав. Я могу показать свой палец и показать, что я, вот, смотрите, покажу самый главный палец авторитета. Вот, видите? Видите? Мой палец чист. Здесь ничего нету. Но это не значит, что я не первый в мире. Это все сделано специально, понимаете, чтобы меня не вычислили. Вы знаете, я правлю миром. Я самый чистый. Как говорится, Джоник чистый. Должен править миром. Буду править миром я.
мои помощники, любовь и валенцы, приближенные ко мне люди. В общем так, ребят, давайте, за работу, дружно, чтобы вот денег у нас было немерено, у нас денег и так немерено, нам будет еще больше, мы будем еще богаче. Каждый братан должен ездить на крутой бэхе. Ну, конечно, это по его заслугам и делам. Недаром говорят, что братан на бэхе. Тачка братвы это бэха. Черная бэха, XP5. Фильм, правильно, смотрели фильм про братву? Вот это мой самый любимый фильм. Правда, извините, любимый фильм, а вот не помню название. Про бэху 5, X5 модели. Как братва путешествовал на X5. Ну, в общем так, братва, живите в мире, не ссорьтесь, не ругайтесь, будьте в мире, я прошу. Самое главное, это мир, пускай политики воюют, пускай они, блядь, мы их будем снабжать оружием и так далее, техникой, вооружением. Ну, про остальное я говорить не буду, в общем, слушайте мои обращения, другие будут все знать. В общем, все. Я занимаю первое место в мире, это я, Джоник. Запомнили, Джоник миролюбивый. Моя вторая кликуха, Джоник миролюбивый. В общем, все, я на престоле. Престол мой, теперь я царь, как сказать. Царь всех масок, любишь мой заместитель. Валенцев второй заместитель. Все, короче, братва, давайте, до встречи. Все уже это знают, все правительства мира в курсе. Все уже президенты меня поздравляют с этим. Все у меня уже в скайпе добавлены. Короче, братва, кто если хочет, узнавайте, я скайп мой через Любача. Вот в Любаче или Валенса. Кто хочет со мной быть на связи, обращайтесь к этим двум ребятам, моим ближайшим друзьям и паханам. Это Любач и Валенса. Они вам дадут мой скайп. Если для решения каких-нибудь задач, в общем, все, я начинаю работать. Я бездействовал 18 лет, затем следил втихаря, теперь я начинаю работать. Все, вперед, дело будет за нами. Мафия бессмертна, мафия непобедима, мафия с нами. Мафия победит. Мы уже правим во многих странах. Смотрите, это Италия, первая страна. Это практически США, это практически Сирия, Ливия, Ирак, Иран. Можно перечислять и перечислять. Вы, в общем, смотрите, братва, наша победа будет за нами. Весь мир будет наш. И еще приказ, братва, не разбираться по ножовщину, а отменить. Вооруженные конфликты между братвой. Не разрешаю вооруженные конфликты между братвой. Междуусобные войны отменяю. Как в 18 веке царь отменил дуэли между дворянами, так я отменяю всячески междуусобные войны между братвой. Это все отменить, это должно быть все в прошлом. Мы культурные люди. Мафия должна быть культурной. Это первое. Культурной и благородной. Все, мы начинаем работать по новому принципу. Уважаем баб, и главное, усилить этих насильников, следить за детьми. Я прошу, чтобы было меньше насилия над детьми. Побольше внимания уделять детским домам. И это же опять-таки же наше пополнение. Вот смотрите внимательно, в нашем в основном братва, в основном из детских домов. И это главное. Так что будьте внимательны к детям из детских домов. Защищайте и оберегайте их. Но не только в детских домах, но и к школам. Вообще будьте повнимательней. В общем, все, я записал свое обращение. Это пока мое первое обращение. Думаю, мое обращение будет выходить раз в неделю, а то может быть и каждый день. Я буду следить за обстановкой в мире практически каждый день. Докладывать все Любачу. Любач все будет докладывать мне. Короче, все, Любач, начинаем работать. По схеме номер 1, значит, я первый. Любач второй. Валенса третий. В общем так.
Все, братан, начинаем работать. Тихо, мирно, просто так человека не резать, просто так не убивать. По крайней мере, по понятиям должны соблюдаться чести понятия. Братские понятия, это правило авторитета, это честь. Честь и понятия. Ну, в общем, все, братва, счастливо. Это мое первое обращение к своей власти. Все, теперь я главный мав.